Всем привет! В этом ролике я буду делать компактный складной нож с необычной механикой. Идея этого ножа в том, чтобы сделать замок бэклок, в котором роль пружины выполняет накладки рукояти. Это уменьшит количество деталей и дает возможность сделать флиповое открывание при помощи плавника. Клинок. Начну с клинка. Для него я взял бланк закаленной стали Elmax. Сначала по координатам сверлю отверстие будущей механики. Осевое, стоп-пин, дулька и крайнее положение запирающей втулки. Затем грубо выпиливаю примерную форму. Теперь выравниваю плоскости и стачиваю толщину до 2,5 мм. Я планирую сделать этот нож легким, и более толстый клинок сбил бы баланс ножа. Далее обтачиваю внешние контуры клинка. На обухе я решил сделать насечку для большого пальца. Для этого сделал длинный держатель для обрезных дисков от бормашины. Теперь нарезаю насечку, опуская диск на одинаковое расстояние. Получилось аккуратно и очень цепко, даже слишком цепко. Также поступаю с нижним плавником, для большей цепкости при флипе. Далее снимаю спуски. Сведение сделал тонкое, в 0,2 мм, для большей остроты. Теперь продольный сатин. Полирую часть клинка, где будет скользить запирающая втулка, чтобы уменьшить трение и облегчить работу механики. Все, клинок готов, осталось только заточить. Фурнитура. Для этого ножа я подобрал нержавеющие винты с потайной шляпкой под шестигранный ключ. Они аккуратные, но чтобы улучшить внешний вид шляпки, я решил ее слегка полирнуть. Совсем другой вид. Теперь отпиливаю под нужную длину и обтачиваю торцы. Из листа латуни делаю 2 шайбы для оси клинка. Примерно обтачиваю внешние контуры и, закрутив на винте, при помощи дрели более точно подгоняю внешний диаметр. В качестве оси клинка и запирающего пина я подобрал закаленные нержавеющие втулки с внутренней резьбой. Их просто укорачиваю под нужную длину. Рукояти. Для рукояток я буду использовать стеклотекстолит G10. Из тех цветов, что у меня есть, мне больше всего понравился желтый. В плашках по координатам сверлю основные отверстия механизма. Замок, осевое, ограничители клинка, отверстие под спейсер. Теперь специально переточенным сверлом делаю углубления под винты, чтобы они не упирали. Далее высверливаю внутреннюю часть рукояти, это создает дополнительное облегчение и формирует пружину замка. Удаляю внутреннюю часть и обтачиваю края надфилями.
Там, где трудно подобраться, отжимаю пружину и также прохожу надфилем. Теперь придаю внешнюю форму. Сглаживаю углы, снимаю фаски, вышкуриваю. Ах да, в одной из рукоятей я протачиваю углубление под клипсу. Здесь она будет крепиться. Теперь полирую алмазной пастой. Это убирает все микроцарапины и делает поверхность глянцевой, а цвет более насыщенным. Готово. Похоже на пластик. Клипса. Клипсу гну из 1,5 мм титановой пластины. Ей придаю изогнутую форму в виде молнии. Далее сверлю отверстие под винт и нарезаю в ней резьбу. Обтачиваю и придаю красивый вид. Клипса готова. Спейсер. Спейсер делаю из титановой пластины толщиной клинок плюс шайбы. Обтачиваю внешние контуры. Снимаю фаски и выглаживаю. Все детали ножа готовы, осталось только нанести гравировку. Я предпочитаю глубокую лазерную гравировку. Она похожа на обычную, но наносится во много этапов. Это создает заметную глубину букв и внешне напоминает штамп. Теперь перед сборкой затачиваю клинок. Такие тонкосведенные клинки точить одно удовольствие. Сборка. Получилось 18 деталей. Первым делом ставлю осевую втулку и втулку замок. Далее следует шайба, клинок, спейсер, стопорный пин и снова шайба. Закрываю второй половиной рукояти и закручиваю винты. Ставлю клипсу в паз и закручиваю в нее винт. Готово. Механика работает очень гладко. Клинок надежно фиксируется и люфты полностью отсутствуют. Нож легко закрывается одной рукой и подпружинивает клинок в закрытом положении. Вес ножа получился 46,5 грамм. Это мой новый рекорд. Баланс под указательным пальцем. Этот нож можно легко открывать и закрывать одной рукой. Теперь, так как есть отверстие для темляка, я решил сделать и сам темляк с бусиной из стекла. Я подобрал стекло оттенка, похожего на рукоять, и выплавил из него несколько разных бусин. Сплетаю простой темляк и примеряю. По-моему, этому ножу наличие темляка очень идет.
Этот нож я взял с собой в поход для того, чтобы его протестировать. Все это время я пользовался только им, и он получился удобным. У него очень маленький вес. Он плоский и хорошо сидит в кармане. Легко используется одной рукой, что очень удобно, когда вторая постоянно занята. Клинок достаточно тонкий и хорошо режет как дерево, так и другие продукты. Он легко промывается, и механика не боится грязи. В итоге я доволен проделанной работой. Получился удобный нож на каждый день. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход новых роликов. Ставьте лайк, если понравилось видео. Также можете посетить мой инстаграм. Там я публикую красивые фотографии своих ножей и процесса их создания.